Когда мы в игре, нас не остановить. Мы всегда продолжаем играть. Используем свои навыки. Поддерживаем тиммейтов. Движемся к своей цели. Капа и Virtus.pro. Мы в игре. Привет, с вами Женя Нотис. Мы наконец-то добрались до TI. Сейчас у нас, как вы видите, медиа-день. Мы снимаемся, после будем готовиться к предстоящим играм, которые будут завтра. Поэтому ждем вас всех на завтрашних матчах. Мы находимся в отеле W в Сиэтле, соответственно, на турнире International в 2023 году. Для меня это уже четвертый, получается, да, четвертый International. Раньше они проходили в групповая стадия, имеется в виду в отеле Western Seattle, ну и вот W в 2017 году был последний. Потом был перерыв 6 лет, и вот снова International вернулся в США. К медиа-дни я отношусь прекрасно. Для меня это просто как такая отдушина. Мне приятно, наверное, работать с другими людьми в другой сфере. Мне просто это весело, мне это просто интересно на самом деле. Я от этого получаю удовольствие и фан. В целом медийность не важна, но результаты на первом месте. Лично для меня это трата времени, когда я могу сыграть один баблик, а так отлично отношусь. Я точно не считаю, что медийность это какой-то важный аспект для меня. Я, в принципе, всю жизнь и занимался, и не занимался медийкой. То есть я в свое время вел в разы лучше соцсети, чем сейчас. А так, я бы сказал, что нет, не особо важно. Но, мне кажется, это просто хороший вариант, как можно сконнектиться со своей аудиторией. Обратный эффект от медийки испытывал, был негативный иногда. Эффект это когда было неинтересно и скучно. Такое бывает даже достаточно часто, но когда все положительно, весело и интересно, это все закрывает все минусы. Как группу оцениваю нормально. Думаю, все шансы у нас есть выйти с любого места, в общем. Все плюс-минус похожи. Единственное, мне кажется, группа D выглядит, наверное, как-то послабее других. Потому что я бы не сказал слабее, просто как будто... Возможно, там силы команды, они все равны. Нету ярко выраженного лидера. Группа у нас, если честно говорить, она не самая у нас сильная, если смотреть. Для моего понимания, наверное, самая сильная группа это первая и вторая. Во второй 4 суперсильных команды достаточно. И один аутсайдер. А в первой там просто будет заруба за то, чтобы выжить. На первый взгляд можно выделить, что первые две группы А и Б чуть посильнее, группа С и Д. Но на практике по ходу турнира довольно часто какие-то команды просто выступают лучше, чем от них ожидают. Группа Б может быть самой сильной, но всегда прошлые интернешнлы показывали, в принципе, любые турниры, что группа смерти в конце турнира, когда уже будет известен общий результат, может оказаться самой слабой группой. Первая игра с Gaming Gladiators. Сильная команда, но опять же, если ты рассчитываешь на хороший результат, так или иначе ты с ними встретишься где-то позже в турнире, и поэтому разницы никакой, сейчас с ними играть или позже. Мне, в принципе, без разницы, с какой командой начинать этот турнир. Gaming Gladiators. Мне, в принципе, все равно против кого играть, но пускай будут они. Мне кажется, сильным противником всегда приятно начать. Сможешь после, не в зависимости от результата победы или поражения, понять, что не так у тебя в игре против сильной команды, и сразу же адаптировать свою игру к следующим матчам. Поэтому я рад, что буду против сильной команды сразу играть. Гладиаторов будем удивлять. Да, у нас есть свои наработки, скажем так. Но, естественно, я их не расскажу. Вы увидите в следующем влоге. Хотел бы ли я жить в Сиэтле? Скорее нет, мне просто, наверное, Америка не прям по душе, хоть мне в целом нравится страна, и многие города здесь заслуживают того внимания, которое они привлекают, но, тем не менее, мне кажется, я далек от этого всего. Мое впечатление о Соединенных Штатах в целом нейтральное, не сказал бы никакое, потому что, как я это представлял, так и произошло. Ничего прям вау, и неплохо, все хорошо. Сиэтл мне не удалось посмотреть, потому что времени было не так много.
всего лишь один раз спустился к воде, посмотрел на эту вашу воду, на корабли, и все. Так, в принципе, больше ничего не смотрел. В отличие от прошлого TI, честно, не особо мне опыт сильно помогает, потому что, во-первых, пока TI еще не начался, и я до конца не знаю, как все будет выглядеть на этом TI, но в целом волнения никакого нет, поэтому будем играть и показывать свою лучшую игру. Да, нет какого-то такого совета, который я даю ребятам, потому что в целом все нормально вроде адаптируются, если в моменте что-то будет, то все поговорят. У нас есть и более опытные ребята, Серега и Тёмыч, которые, если что, заметят это и скажут. Сейчас для меня International это некая отметка сезона. Это всегда так было, но все равно сейчас уже относится к этому больше как к работе, не к какому-то там празднику. И после International ты уже можешь подводить итоги того, что сделано, что получилось, что не получилось, и уже строить какие-то планы на сезон следующий. Тем не менее, конечно, все равно International остается событием, которое стоит особняком от всех других турниров. И находясь здесь уже второй день, начинаешь проникаться его атмосферой. Беги отсюда тоже, да. Да, Иван, пожалуйста, разберись с этим. Жека, ты будешь из пирожков заказывать? На моей памяти все практис-румы плюс-минус были одинаковые. Вот был хороший практис на Ариаде, если бы не столы. Но столы подвели. А так, в принципе, они все плюс-минус одинаковые. Ну, я не думаю, что Dota прям самая токсичная игра, но точно токсичная. А в целом с критикой и хейтом, да, опять же, не сказать, что я что-то особенное делаю, просто принимаю как есть и все. Это, в принципе, скорее суть интернета как такового, что люди здесь определенно позволяют больше, чем при встрече личной, сказать в лицо и так далее. А как справлялись? Да и с ней не нужно справляться, это все часть нашей жизни. Здесь, ты просто воспринимаешь это как данность и живешь с этим. На критику и хейт я не обращаю внимания. Точно можно сказать, это одна из самых токсичных игр в мире. Как и справляюсь с критикой, просто от этого адаптируюсь, критика будет всегда, неважно кем ты будешь, насколько ты будешь крутым или сколько ты будешь побеждать. Поэтому я воспринимаю критику как, просто есть критика, есть негативная, есть положительная. Я стараюсь не обращать на это внимания, но если в обзор моих глаз это попадает, то просто пропускаю мимо себя. Мы так называемые киберспортсмены. Есть результаты, хорошая критика, положительный фидбэк. Нет результатов, идет отрицательный, естественно, но, как говорится, на что наработал, то и заработал. Сегодня был довольно насыщенный день. Мы максимально подготовились к играм и покажем красочную игру.